Сегодня очередной выпуск новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе за последнюю неделю. На этой неделе команда Никиты Михалкова открыла еще 3 новых филиала организации в таких городах Российской Федерации, как Воронеж, Липецк и Астрахань. Теперь на данный момент на территории России работают ровно 100 филиалов антикоррупционного комитета. На этой неделе сотрудники Организации по борьбе с преступностью и коррупцией, известные советские и российские артисты, оказали уже 4-ю по счету благотворительную помощь всем пострадавшим при чрезвычайной ситуации в Курской и Белгородской области. В частности, команда Никиты Михалкова выделила 25 миллионов рублей из бюджета организации и направила их в фонд помощи пострадавшим. Помимо этого, в Курскую и Белгородскую области направились несколько самолетов, на борту которых находятся продукты питания, медицинские препараты и другие необходимые вещи. Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, который был арестован весной этого года, наконец-то полностью признал свою вину в получении крупных денежных взяток. Все это время он находился в следственном изоляторе и под домашним арестом, и теперь ждет окончательное решение суда, которое состоится 1 сентября текущего года. К слову сказать, что Тимур Иванов и бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу долгое время находились под стражей по обвинению в некачественной поставке оборудования в зону спецоперации и получении крупных денежных взяток. Однако совсем недавно Верховный Главнокомандующий Российской Федерации распорядился освободить Сергея Шойгу, заявив, что опыт министра бесценен. На данный момент по приказу Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Сергей Шойгу находится на свободе, а вот Тимуру Иванову придется ответить за все преступления. Накануне вечером в Болгарии в городе Варна произошло чрезвычайное событие. Был арестован известный певец Филипп Киркоров и его двоюродный брат, тоже болгарский певец Благой Киркоров. Филипп Бедросович Киркоров очень редко встречается со своим родным братом-близнецом, который моложе Филиппа Бедросовича на 12 лет. Однако, как оказалось, оба брата уже на протяжении нескольких лет дистанционно ведут свой совместный ресторанный бизнес в Болгарии. 2 дня назад Филипп Бедросович Киркоров прибыл в Болгарию для решения вопросов бизнеса и других коммерческих вопросов. Однако прямо в местном аэропорту при встрече со своим двоюродным братом Благоем их арестовала полиция. Причина ареста – весьма неприятная ситуация. 17 ресторанов Филиппа Киркорова и его брата Благоя уже на протяжении 3 лет не платили налоги. На данный момент пока точно неизвестно, чем закончится вся эта история. По одной версии, Филипп Бедросович может заплатить крупный денежный штраф. По другой версии, возможна мера пресечения в виде ареста. Известного советского и российского телеведущего программы «Клуб веселых и находчивых» Александра Васильевича Маслякова отпустили из следственного изолятора города Москвы под домашний арест в связи с состоянием здоровья. Александр Масляков находился в СИЗО 2,5 месяца по обвинению о получении крупных денежных взяток от капитанов команд КВН. Вслед за известной певицей Ларисой Долиной жертвой телефонных мошенников стал российский певец Николай Басков. На днях Николаю Викторовичу Баскову поступило сообщение на телефон с просьбой перевести 4,5 миллиона рублей пострадавшим при чрезвычайной ситуации в Курской области.
По словам артиста, источником сообщения являлись вышестоящие эшелоны власти Кремля, поэтому Николай Викторович незамедлительно отреагировал на сообщение и перевел деньги. Однако впоследствии оказалось, что это было уловкой мошенников. По делу о телефонном мошенничестве возбуждено уголовное дело. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о большой трагедии в мире российского шоу-бизнеса. Она произошла в семье легендарного советского артиста и члена антикоррупционного комитета покойного Александра Анатольевича Ширвинда. Вчера вечером в загородной даче под Санкт-Петербургом трагически погибли 3 члена семьи Александра Ширвинда, 2 внука и внучка. 2 внука Алексей и Родион и внучка Светлана погибли в результате пожара на загородной даче. Предварительная причина трагедии – это проблемы с проводкой. Дача Александра Ширвинда была построена достаточно давно, еще в 80-е годы прошлого столетия, и давно требовала ремонта. Однако существует и другая версия преступления. Руководство антикоррупционного комитета предполагает, что таким способом враги организации могли отомстить родственникам Александра Ширвинда за активную работу их деда. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает еще одну трагическую новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Несколько дней назад в результате сердечной недостаточности на 72-м году жизни скончался бывший игрок команды «Что, где, когда» Александр Бялка. В эти дни проходят дни памяти легендарной советской актрисы Фаины Раневской. На днях Фаине Раневской могло бы исполниться 128 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.